Привет, друзья! Что у нас сегодня в меню? У нас сегодня в меню очень оригинальное блюдо, главным героем которого будет баклажан. Все остальные продукты – это приглашенные гости. Мы решили сегодня использовать филе куриных бедрышек, но истинные вегетарианцы могут ограничиться исключительно овощами. Количество продуктов зависит от формы, в которой это блюдо готовится. Мы взяли стеклянную форму диаметром 26 см и глубиной 5 см. И количество продуктов под эту форму мы укажем, как всегда, в описании. Но главное – это технология приготовления этого блюда. Вы все увидите, и мы надеемся, что она вас удивит. Поехали? Поехали! Начнем с подготовки баклажанов. Отрезаем черенок и нарезаем их вдоль на очень тонкие ломтики. Подсолим воду и положим в нее баклажан. Накроем тарелкой, чтобы они оставались в воде. Оставим их минут на 20-30. А пока займемся начинкой для нашей запеканки. Филе бедрышек нарежем на маленькие кусочки. Бросим их на разогретую сковороду. Добавим немного масла и дадим им слегка прижариться. Лук нарезаем кубиками. И добавляем курицу. Теперь болгарские перцы. И один острый перец для пикантности. Выложим их на сковородку. Посолим, поперчим и перемешаем. Осталось нарезать томаты. Отправляем их на сковородку и оставляем тушиться, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Можно добавить немного зелени. У нас под рукой было несколько листиков свежей мяты, но вы можете взять любую другую зелень, которая есть у вас. Жидкость почти полностью выпарилась. Добавим мяту, перемешаем. И все, начинка готова. Настало время вернуться к баклажану. Сначала баклажан надо отжать, чтобы избавиться от лишней влаги. Теперь выкладываем их на раскаленную сковороду. Сбрызнем слегка растительным маслом. Буквально через пару-тройку минут переворачиваем. Проверяем готовность и убираем со сковородки. Также жарим остальные ломтики.
Баклажаны готовы. Начинаем сборку. Дно формы слегка смажем растительным маслом. Сначала выложим ломтиками баклажаны в дно нашей формы. Теперь самое главное. Выкладываем ломтики по краям так, чтобы одним концом закрыть дно, а другой свешивался с края формы наружу. Нам понадобится примерно 60 грамм натертого сыра. Половину используем сейчас и присыпем им баклажаны. В нашей начинке добавим 2 сырых яйца и перемешаем. Выложим начинку в форму. Разровняем. Второй половиной натертого сыра присыпем начинку. Поверх сыра в середину выкладываем баклажаны и заворачиваем ломтики с краев формы. Слегка придавим и отправим в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 30-35. Что ж, запеканка готова. Можно оставить ее в форме, но можно и на тарелку выложить. Вот так. Осталось украсить кусочками томатов, листиком зелени, и можно подавать к столу. Отрежем кусочек, чтобы попробовать. Ешьте на здоровье. Ну что, давай-ка попробуем по кусочку. Как я люблю пробовать. Обожаю. Ну, как тебе? Шикарно. Нежнейшая запеканка. Так, хватит. Просто Оставь. оставить тебе кусочек. Оставьте мне кусочек. Очень вкусно. Очень. Весьма насыщенный вкус, скажу я вам, друзья. Потрясающий просто вкусовые ощущения и букет просто ароматов потрясающих. Хотя мы здесь не использовали какие-то супер ароматические травы и так далее. Мы видели, что у нас под рукой была только свежая мята. А тут можно положить и кинзу, и петрушку, и базилик, кто что любит, да. Но зато смотрите, как красиво. согласитесь, что внешний вид Да. очень презентабельный. Не стыдно подать гостям на стол такой. Попытайтесь, гости вас оценят. Попробуйте. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих родных и близких фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!